Почему Пашинян все еще верит в мир с Алиевым? Наблюдая за текущими событиями, становится все сложнее понять, на чем основана вера Еревана в возможность мирного урегулирования с Баку. Несмотря на жесткую риторику и откровенно угрожающие заявления азербайджанского руководства, армянские власти продолжают делать шаги навстречу, словно надеясь, что уступки приведут к стабильности. Но разве не очевидно, что Азербайджан не настроен на компромисс? Военные маневры, провокационные заявления и накачка общественного мнения угрозами – все это указывает на подготовку к возможной эскалации. Создается впечатление, что в Баку просто ждут удобного момента, чтобы реализовать заранее продуманный сценарий. Даже гипотетическая передача коридора через Сюник вряд ли станет финальной точкой. Ведь звучат и другие посылы. Мол, армянскому населению региона не стоит доверять, так как спустя десятилетия оно вновь может стать источником угрозы. Такая логика позволяет бесконечно продлевать давление. Тем временем Министерство обороны Азербайджана регулярно распространяет сообщения о якобы проводимых учениях, которые на деле выглядят как планомерная военная подготовка с привлечением резервистов. Практические занятия по обращению с оружием, эвакуации раненых и стрельбе на полигонах – все это выходит далеко за рамки стандартных мероприятий. И при этом та же сторона утверждает, что Армения якобы готовит агрессию на фоне собственных масштабных маневров и агрессивной риторики. Такая информационная активность становится частью более широкой гибридной кампании, цель которой – оказать давление на Ереван и вынудить принять продиктованные условия. Если армянское руководство поддастся, Баку получит желаемое без единого выстрела. Если нет, можно будет сказать, что повода для конфликта достаточно, и подготовка уже завершена. Примечательно, что представители азербайджанского парламента больше не скрывают прямых угроз. Так, вице-спикер Зияфет Аскеров в очередной раз напомнил о железном кулаке и пригрозил последствиями, если Армения не согласится на предложенные условия. По его словам, Баку готов к развитию событий в любом сценарии. В этой ситуации остается лишь задаться вопросом, действительно ли армянские власти верят в возможность мирного урегулирования или просто играют на время, не имея иного выбора. И почему столь очевидные сигналы остаются без должной реакции со стороны армянских силовых структур и дипломатического корпуса? Согласно последним данным, планы Баку по экспорту 20 миллиардов кубометров газа в Европейский Союз к 2027 году могут оказаться под угрозой. Причина – стагнация и снижение объемов экспорта, которые вызывают все больше вопросов у европейских партнеров. На этом фоне Ильхам Алиев выступил с резким заявлением, пригрозив переориентировать экспорт на другие направления, если Евросоюз не поможет с расширением газовой инфраструктуры. Однако в Брюсселе все чаще высказываются сомнения в том, что Азербайджан вообще сможет обеспечить достаточные объемы газа для новых трубопроводов. Эксперты отмечают, что ситуация осложняется не только падением спроса на газ в Европе, но и ускоренным переходом ЕС на возобновляемые источники энергии. Дополнительный фактор – растущий импорт сжиженного природного газа, который делает азербайджанский ресурс менее критичным. К тому же в Европе продолжают звучать упреки в адрес Баку по вопросам прав человека, что также влияет на перспективы энергетического партнерства. Цифры подтверждают негативную динамику. По данным аналитического центра Bruegel, в первом квартале 2025 года экспорт азербайджанского газа в ЕС составил всего 2,84 миллиарда кубометров. Для сравнения, за тот же период 2024 года было экспортировано 3,2 миллиарда, а в 2023 – 3,7 миллиарда. Это говорит о том, что объемы поставок практически не растут, третий год подряд. Азербайджан настаивает, что для достижения заявленной цели 20 миллиардов кубометров необходимы масштабные инвестиции в расширение трубопроводной сети. Но европейские политики не торопятся давать зеленый свет таким вложениям, сомневаясь в реальности этих планов. Некоторые аналитики уже прямо говорят, бакинский газ – это далеко не самый важный элемент в будущей энергетике Европы.
После Второй Карабахской войны Армения начала искать новых партнеров в области обороны. Причиной послужило ухудшение дипломатических отношений с Россией, и на этом фоне ключевым союзником стала Индия. За последние годы ее военно-промышленный комплекс значительно укрепился. Так что же поставляет Армении Индия? Одной из главных проблем в прошлом было отсутствие современных систем наблюдения. Россия не предлагала качественных решений, а потому индийская поставка ночных приборов и тепловизоров от компании Spartan S стала важным шагом вперед. Эти технологии основаны на израильских и американских разработках и дают армии Армении возможность действовать эффективнее в ночное время. Также Индия передала Армении дальнобойные и высокоточные артиллерийские и ракетные системы, такие как ATACMS, МАРГ-155БР, Пинака, а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Пролай». Например, ATACMS способен поражать цели на расстоянии до 48 километров. Этого достаточно, чтобы условно достать из Сюника до оккупированных районов Карабаха или даже до Нахидживана. А «Пролай» имеет дальность до 300 километров. Все эти системы мобильны, что позволяет быстро наносить удары и также быстро покидать позиции. Того, чего так не хватало армянским войскам в прошлых конфликтах. Кроме того, Индия поставила современные средства противодействия дронам, включая Акаш и МРСАМ, системы ПВО, которые способны сбивать как ФПВ-дроны, так и тяжелые беспилотники вроде Байрактаров и Акинджи, а также даже истребители типа F-16 и JF-17. Эти комплексы доказали свою эффективность в индийско-пакистанском конфликте и вполне способны адаптироваться к горным условиям Армении. Наконец, Индия поставила Армении и собственные беспилотники, а также комплектующие к ним, а еще многоцелевые истребители Су-30 МКИ. Напомним, что Россия отказалась от поставок 8 обещанных Су-30 СМ, однако Индия согласилась. Причем ее версия этих самолетов, МКИ, превосходит российскую по уровню электроники и характеристикам двигателей. В последние недели в азербайджанском информационном пространстве вновь наблюдается активизация пропагандистской риторики. Появляются материалы, формирующие представления о якобы растущей военной угрозе со стороны Армении. Однако независимые наблюдатели отмечают, реальную обеспокоенность вызывает именно нарастающее напряжение на границах, сопровождаемое заявлениями официальных лиц и активным продвижением военной тематики в СМИ Азербайджана. В публичной риторике все чаще звучат формулировки, связанные с историческими территориями, а также выдвигаются требования, выходящие за рамки установленных переговорных форматов. На фоне этих высказываний фиксируется передвижение военной техники и увеличение численности подразделений в приграничных районах. Некоторые эксперты считают, что подобные действия и информационные сигналы могут служить подготовкой к новому витку напряженности. Параллельно с этим продолжается попытка представить Армению в негативном свете, как сторону, якобы провоцирующую развитие конфликта. Такой подход, по мнению аналитиков, напоминает информационные сценарии, предшествовавшие событиям 2020 года. И хотя обе стороны официально заявляют о приверженности миру, подобные сигналы вызывают обеспокоенность в международном сообществе. В условиях растущего напряжения крайне важно, чтобы международные структуры и партнеры региона сохраняли объективность и внимательно отслеживали ситуацию. Игнорирование тревожных сигналов или стремление к формальному балансу в оценках может лишь усугубить ситуацию и создать почву для дальнейших инцидентов. Ответственность за сохранение стабильности в регионе лежит на всех участниках, и особенно на тех, кто формирует повестку в публичном пространстве и принимает ключевые решения в сфере безопасности. Делитесь вашим мнением в комментариях и подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий в мире и нашем регионе.